Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Европа стала зависеть от СПГ, уверен глава ОМВ Альфред Штерн. Европа попала в зависимость от СПГ после отказа от российского сетевого метана, заявил австрийскому изданию Der Standard глава ОМВ Альфред Штерн. Александр, что получается, СПГ достаток для Европы – это гарантированное будущее или пустые обещания? И в самих Соединенных Штатах газ не такой уж и дешевый, он дешевле, чем в Европе. Но все-таки, как бы экспорт в Европу что, не снижая цены внутри самих США? Ну, если мы посмотрим на текущую ситуацию на Генри Хабе, это крупнейшая газовая биржа в Соединенных Штатах Америки, то мы увидим, что текущие, точнее, котировки середины января, даже выше $150 за 1000 кубических метров. И такое зимой бывает. Тут не нужно абсолютизировать текущие котировки, потому что они в Соединенных Штатах могут упасть раза в два, могут даже в 2,5 при определенных условиях, могут еще в 2 раза вырасти. Тут как фишка ляжет. А от чего, собственно, зависит, как эта фишка ляжет, и про поставки в Европу тоже поговорим. Во-первых, давайте про себестоимость немножечко сжиженного природного газа, который поступает из Соединенных Штатов Америки. Первое. Цена на Генри Хабе. Это первая важная составляющая себестоимости. То есть, допустим, какая-нибудь компания Total, самая американская компания на свете, безусловно, Макрон не даст соврать. Так вот, какая-нибудь компания Total подписывает с каким-нибудь американским заводом контракт. По этому контракту она бронирует мощности, гарантируя, что либо будет пользоваться этими мощностями по сжижению, либо будет оплачивать использование, даже если физически пользоваться ими не будет. Это нужно, чтобы завод мог прогнозировать, ну, платежи банку хотя бы, выплату зарплаты, коммунальные платежи, то есть, чтобы у него была гарантия возврата вложенных в строительство, собственно, предприятия средств. Ну и оплату текущих расходов. Поэтому подписываются контракты с принципом «сжижай или плати». Это может быть контракт вот вышеописанный, где бронируются только мощности, это толлинговая схема. Может быть контракт ФОБ, то есть в рамках этого контракта, хотя вернемся к компании Total и вот толлинговой схеме. Компания Total идет на Генри Хаб, покупает газ, оплачивает его транспортировку, дальше его сжижают, загружают на кораблик, кораблик плывет куда надо. Куда надо, а надо туда, где больше можно заработать. Можно больше заработать в Европе, везем в Европу. В Азии везем в Азию. Я, безусловно, несколько утрирую, но это упрощение для лучшего понимания наиболее важных составляющих этой картины. ФОБ, если у вас контракт ФОБ, то это означает, что сам завод, точнее компания, владеющая заводом, идет на Генри Хаб, покупает вам газ, оплачивает доставку, сжижает, отдает. И вот ваша цена в любом случае будет состоять из себестоимость вашего газа, получаемого, будет состоять из цены газа на Генри Хабе, транспортировки, потерь при сжижении, это 10-15% от поступающих объемов. Далее это у нас, собственно, плата за сжижение. И наступает еще один момент, который стоит заложить в себестоимость. Транспортировка. До Азии транспортировать чуть дальше, до Европы чуть ближе. Поэтому даже если в Европе может быть номинально цена ниже, вы можете продать с большей выгодой, потому что везти ближе дешевле получается. Опять же, немного утрируя, но это вот позволяет понять, почему при более низких ценах в Европу можно везти газ, зарабатывая, зарабатывая больше, чем в Азию. Вот поэтому. Она ближе к месту производства. Но везет не завод, везет не государство Соединенные Штаты Америки, даже не Дональд Трамп. Хотя, казалось бы, раньше Байден не возил, теперь Трамп не будет возить. Вы знаете, есть определенная преемственность. Везет компания, подписавшая контракт с заводом. В территориальных водах Соединенных Штатов Америки газ меняет владельца, точнее как, он не меняет владельца, экспортер получает газ и экспортирует его. Экспортер не завод.
Экспортер, вот эта компания, которая берет этот газ на заводе. ФОП, толлинг, неважно. Далее. Если себестоимость из этого складывается, ну давайте прикинем, $150. Округлим. $150 за 1000 кубов вы этот газ взяли зимой. Оплатили транспортировку, 10, не 15, 10% газа потерялось при сжижении. Вы оплачиваете само сжижение, ну там, соточку накинем. Это что у нас получается? Уже 250 только, ну, как бы голыми цифрами, если мы берем. То есть вот накидываем соточку, берем $150 цену газа, считаем потери. Ой, что-то себестоимость высокая выходит, не находите? И платим за транспортировку. Себестоимость этого газа априори выше, чем себестоимость сетевого газа, поставляемого из России, которая до Германии составляет примерно, с учетом, кстати, этих самых вывозных таможенных пошлин, которые, ну, меняются, но тем не менее, вот примерно если перекинуть, то где-то в районе $100 будет себестоимость. Это извлечение, подготовка, транспортировка, оплата, собственно говоря, вывозной таможенной пошлины, транспортировка после территории России. Это вот все. Все тут. Ну, примерно $100. Примерно. Тут у вас 150 только цена, которая вот на бирже. Даже если это цена $70, надо заплатить за сжижение, потеря газа определенных объемов. Ой-ой. И получается, что... И получается интересная штука, которую у нас многие, я так понимаю, забыли, а некоторые, наверное, даже и не знали. Но в первой половине десятых годов про американский газ бытовало такое мнение, что вот сейчас американцы, у нас до сих пор многие говорят, что американцы экспортируют газ. Ну да. BP и Shell, самые американские компании из всех возможных. Если кто-то из уважаемых зрителей хочет обратить внимание на структуру акционерного капитала, сказать, что это вообще транснациональные компании, поэтому бессмысленно говорить про их прописку, про их принадлежность к той или иной стране, я соглашусь. Бессмысленно говорить про принадлежность к той или иной стране, когда мы говорим про транснациональные компании. Так не называйте их американскими. Они тогда тем более не американские. А если брать какой-нибудь Chenery Energy или прочие их персонажи, которые заводики строили, которые газ добывают, то вот они никакого отношения к экспорту не имеют. А если даже имеют, то они занимают проценты от общего объема экспорта, который осуществляют либо транснациональные компании с пропиской в Европе, либо осуществляют экспорт азиатские компании. Может быть, они тоже страшно транснациональные, но тоже прописаны в Азии, не в США. Так получается. Вот. То есть про этот газ говорили, что он будет ультрадешевым, потому что на Генри Хабе, видали, $70 за 1000 кубов. Ну, примерно такие цены тогда были, там $72, такого порядка. Видите, значит, американцы могут устроить ценовую войну, сбить цены на европейском рынке и вытеснить Россию с этого рынка, потому что, ну как Россия выиграет? Там $70 стоит газ, а наш газ поступает в Европу, ну тогда по $400. Как мы можем конкурировать? Почему там берется цена на бирже, у нас берется цена для конечного потребителя, ну, точнее, для вот этого оптового покупателя в Европе. Не спрашивайте, у некоторых людей какая-то такая логика была. Некоторые из этих людей, кстати, сейчас где-то в районе Осло обитают. После 22 года они почему-то релоцировались. Интересно, почему? Необъяснимо. Так вот, ультрадешевый американский СПГ вытеснит российский СПГ с рынка. Но мы в 16-17 годах увидели репетицию ценовой войны. Мы увидели, что тогда газ резко подешевел, и хопа поплохело в первую очередь американским проектам. Какие-то стали переносить, на какие-то стали жаловаться, что ой, блин, мы поставляем газ оттуда и ничего не зарабатываем, потому что вот цены упали, а себестоимость такая, с учетом вот всей этой цепочки, которую почему-то не проговаривают. Что нам делать, как нам быть, ай-яй-яй. Не, ну будем ждать, когда же цены вырастут. Ну, цены выросли, стали зарабатывать.
И оказалось, что из России газ идет с выгодой, даже когда $150 он стоит за 1000 кубов. А вот из Штатов доставить газ за $150 и заработать на этом не получается. В общем, у Трампа есть одна положительная черта, точнее, одно положительное свойство, независящее от него. Уважаемые экономические эксперты в продемократических изданиях вдруг начали выдавать прям адекватную аналитику, в рамках которой проговаривают, что, ну, вы знаете, процессы преодоления последствий кризиса, который был вот в конце нулевых годов, они вот еще как бы, вот они еще идут, они еще не в полной мере реализовались, эти вот мы как бы еще все еще преодолеваем. Проблемы текущие, многие текущие процессы, происходящие в Соединенных Штатах, в Европе, у нас в том числе, это процессы во многом запущенные проблемами мировой экономики, которые привели к экономическому кризису конца нулевых годов. И в полной мере эти проблемы до сих пор не преодолены, это правда. Когда говорят о каких-то хитрых планах Соединенных Штатов именно на газовом рынке, то я лично, несколько удивляюсь, почему конкретно на газовом. На газе свет клином не сошелся. Есть комплекс проблем, которые необходимо решать. Газ является важной составляющей, которая позволяет решить часть этих проблем. Например, снизить себестоимость энергозависимой продукции. Снизить себестоимость продукции, которая потребляет природный газ. Повысить конкурентоспособность своей экономики. В этой схеме рост зависимости от внешних рынков, а значит выравнивание цен на энергоносители у вас и у них, это негативный процесс, который негативно влияет на вашу экономику. И вот эти все рассказы, американцы хотят захватить европейский рынок, нет. То есть, если представится случай, американцы могут подсадить Европу, вот завершая, могут подсадить Европу на крючок своего газа. Но проблема здесь в том, что это не цель. И даже не средство для достижения каких-то там более далеко идущих целей. Это одна из составляющих большой картины, в рамках которой нужно и свои дела поправить, в том числе за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции, и ноги конкурентам переломать. А конкуренты это не только Россия, Китай, точнее Китай, Россия по значимости, уж извините, распределяется так, но и Европейский Союз. И если до России и Китая дотянуться сложновато, то до Европейского Союза почему нет? Поэтому, когда господин из ОМФАО начинает высказывать какое-то беспокойство, то его беспокойство вполне оправдано. Особенно оно оправдано, потому что компания ОМФАО, подавшая в суд, выигравшая у «Газпрома» в суде, сейчас будет денежку терять. Не из-за дорогого американского газа, а потому что прямого доступа к этому газу у них нету, допустим. Газ поставляют в первую очередь Total, Shell и BP. У них надо этот газ покупать. А значит, вы, получавшие напрямую от производителя газ, теперь получаете у посредников. А значит, что? Значит, ваше экономическое благополучие оказывается немножечко подточенным. Поэтому вы начинаете беспокоиться. Но думать, дорогие друзья, надо было чуть раньше, чем вы начинаете свое беспокойство озвучивать. И на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, подпишитесь, дорогие друзья, на нефтегазовую игру, это телеграм-канал, и на телеграм-канал Инфотек. Буду премного благодарен. На сегодня все. Всего хорошего.